Познаем Китай. Об экономике, бизнесе и не только. Меня зовут Владимир Терентьев, и это авторская передача о Китае. Будет полезно тем, кто хочет наладить бизнес с Китаем, кто хочет найти здесь высокооплачиваемую работу, хочет связать жизнь с Поднебесной, и просто тем, кто интересуется этой страной. Подписываемся на мой канал и ставим на колокольчик, чтобы не упускать важных новостей и подкастов. Сегодня мы с вами поговорим, почему продажи жевательной резинки, лапши быстрого приготовления или молочного чая в бутылях в Китае резко упали. Кто занял эту нишу на рынке Поднебесной? Год назад знакомый, занимающийся импортной жевательной резинкой, сообщил, что в 2019 году рынок сократился на 30%. Я спросил его, почему? Это потому, что вкус жевательной резинки ухудшается или китайцы больше не заботятся о здоровье полости рта? Он сказал мне, что их корпорация действительно провела опрос и выяснила, какие факторы влияют на продажи их продукции, то есть жевательной резинки. И оказалось, самой главной причиной этому появившиеся смартфоны. Оказывается, одна из самых больших продаж импортной жевательной резинки каждый год приходится на зоны покупок в супермаркетах по всей стране. Когда вы в очереди, чтобы заплатить и вам скучно, вы берете несколько упаковок жевательных резинок, которые находятся под рукой, то есть так называемые импульсивные покупки. Однако в последние годы, благодаря популярности смартфонов, люди больше не оглядываются по сторонам, когда стоят в очереди. Большинство из них просматривают моменты в своих социальных сетях, в Вичате, в ТикТоке с опущенной головой. Таким образом, жевательная резинка, помещенная рядом с кассовым аппаратом, остается незамеченной. Ее продажи начали резко просаживаться, то есть снижаться. Такое трансграничное влияние вызывает огромные колебания в продажах определенной отрасли или определенного товара. И это распространено в китайском бизнес-сообществе. Возьмем, к примеру, лапшу быстрого приготовления. До 2011 года Китай был крупнейшим в мире потребителем лапши быстрого приготовления. Он поддерживал устойчивый рост, выраженный двузначными цифрами. 18 лет подряд. На пике в 2013 году страна употребляла 46,2 миллиарда упаковок лапши быстрого приготовления в год. Среднестатистически китаец съедал около 30 пакетов в год. Но в 2013 году китайский рынок доставки еды начал становление. Возникли новые приложения Эла или Мэйтуан. Рынок онлайн-заказов на еду в стране увеличился с нескольких миллиардов до 270 миллиардов в 2019 году, увеличившись 23 раза. То есть за последние 5 или 6 лет продажи лапши быстрого приготовления резко свалились. С 2013 по 2017 года общий объем продаж лапши быстрого приготовления с 46,2 миллиардов упаковок упал до 32,1 миллиардов упаковок. То есть падение рынка произошло практически на 40% и продолжает падать. Другим продуктом, который очень похож на лапшу быстрого приготовления, является чай с молоком, разливаемых в пластиковых бутылках. Есть зарегистрированная компания, очень большой бренд, называется Сян Пяо Пяо. Он является пионером чая с молоком в Китае. Объем продаж Сян Пяо Пяо в 2008 году составил 300 миллионов бутылок, 700 миллионов бутылок в 2009 году и 1 миллиард бутылок за 10 лет. Поэтому его рекламный слоган звучал: обогнуть один раз вокруг Земли, далее 2 раза, наконец 3 раза вокруг Земли. Однако с 2015 года по всей стране начали открываться различные розничные точки по продаже молочного чая свежего приготовления. В то же время сети ресторанов предлагают чай на вынос доставкой. А бутылки молочного чая в супермаркете стали продаваться все реже и реже. Это деловой мир сегодня. Смартфоны ответственны за снижение продаж жевательной резинки. Доставка через приложение еды на дом замедляют производство лапши быстрого приготовления и пластиковых бутылок чая с молоком. А некоторые люди называют это явлением сокращением размерности жизни.
которая является новой бизнес-моделью и инструментом, который изменяет привычки потребителей и тем самым отменяет первоначальную структуру рынка. Термин «сокращение размерности жизни» происходит не из деловой книги, а из научно-технического романа под названием «Три тела». В трех телах есть так называемое оружие, называемое двойной векторной фольгой, которая может изменить Солнечную систему с трехмерной на двухмерную. В это время все земные существа были сфотографированы и превращены в картину, как тараканы, которые были раздавлен. Это явление практически было непостижимо в доинтернетовскую эпоху. Майкл Портер опубликовал книгу «Конкурентная стратегия» в 1980 году. Но в эпоху Портера противником компании по производству жевательной резинки была, соответственно, другая компания, занимающаяся той же жевательной резинкой. А противником компании по производству лапши быстрого приготовления была также другая компания по производству лапши быстрого приготовления. Поэтому, может быть, трудно объяснить коммерческое явление современной эпохи интернета, теорией конкурентной стратегии, которую описали 40 лет назад. Это также вызов и возможность, с которой сегодня сталкиваются все компании. Вопрос для вас, слушатель. Вам все еще нравится есть лапшу быстрого приготовления и неосознанно покупать жевательную резинку? Как вы думаете, какие инновации компании должны притворить в жизнь, чтобы мы снова решили покупать их продукты? Давайте обсудим этот вопрос в комментариях. Оставляем комментарий под этим видео. Большое спасибо за ваше внимание.